С недавних пор меня начал мучить страшный сон, который преследует меня и по сей день. Каждую пятницу я сижу допоздна за компьютером, чтобы не заснуть, но сон меня все равно одолевает. Никакие молитвы, походы в церковь не помогают остановить его. Это началось меньше месяца назад. Именно тогда я начала увлекаться мистикой. Перечитав много мистических книг, пересмотрев все страшные видео, я пришла к выводу, что мне тоже надо бы кого-то вызвать. Но ничего подходящего не нашла. Мне все казалось скучным. Прочитав информацию о последнем духе, я отправилась спать. Долго думала, существуют ли духи на самом деле. Часа через 2 с трудом уснула. И снится мне, что я нахожусь где-то в другой стране. Стою рядом с Эйфелевой башней. Франция? Нет, это не та Франция, которую все знают. На улицах ни души. Стоит весьма неприятный запах. Прикрыв нос рукой, я присела на ближайшую лавочку и начала думать, как попасть мне домой. Где-то вдали послышался грохот и скрип. Я поднялась, начала приглядываться вдаль. Из ниоткуда появился туман, мешающий мне наблюдать за приближающимся человеком, если, конечно, это существо можно назвать человеком. Туман сгущался, но скрип эхом отбивался у меня в ушах. Не хватало рук, чтобы закрыть нос от запаха и уши от скрипа. Я сильно зажмурилась и закричала. Вмиг все прекратилось. Я с опаской открыла глаза и посмотрела. Примерно в 10 метрах от меня стояло существо. Выглядит оно как мертвец или даже скелет, закутанный в плащ с наброшенным капюшоном, и держит остро заточенную косу, а рядом с ним с грохотом и скрипом движется повозка, в которую запряжен скелет лошади. Проснулась я в холодном поту в 5 часов утра, и, естественно, заснуть я больше не смогла. Такой сон мучает меня каждую пятницу, и с каждым разом это существо приближается ко мне все ближе и ближе. Перерыв весь интернет, я наткнулась на один сайт. Дух Анку. Так его называют жители Северной Франции. Они его настолько боятся, что прячутся в дома, едва только услышат грох его повозки. Говорят, Анку – это олицетворение самой смерти. Человеку, который его увидит, суждено умереть в течение ближайшей недели. В прошлую пятницу расстояние между нами сократилось до 2 шагов. Скоро пятница, и я не знаю, чего ожидать. Мне нельзя спать.